Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и на своем канале я рассказываю вам о расстройствах пищевого поведения. Я рассказываю вам о том, что это такое, как жить с расстройством пищевого поведения и как от них выздоравливать. Сегодня буду говорить о том, почему психологи не любят людей с расстройством пищевого поведения как клиентов. Не хотят их брать, избегают, стараются немедленно кому-то перенаправить. Не всегда нет никакого такого идеально среднего психолога, которого я буду пытаться описывать. Но часто, очень часто психологи не любят связываться с людьми с расстройством пищевого поведения. Расскажу почему. Но, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки. Не забывайте, пожалуйста, о разборах случаев. Раз в месяц обязательно на моем канале в прямом эфире проходит разбор случаев, которые вы, мои слушатели, зрители, присылаете мне. Я их разбираю, высказываю свое мнение, говорю о том, что, как мне кажется, происходит с человеком и что ему нужно делать, чтобы справиться со своим РПП. И, конечно, не забывайте про мои социальные сети, в том числе телеграм-канал. Ссылки на них, как всегда, в описании каждого видео. И через социальные сети вы можете меня найти, если я вам нужна. Вдруг. Так вот, почему психологи не любят людей с РПП? Не любят работать с ними, как с клиентами. Надо сказать вообще, опять же, что такой среднестатистический психолог – это человек, который, в общем-то, учился и готовился к тому, чтобы помогать людям разбираться с какими-то повседневными проблемами, такими как сложности в отношениях, в семье, дети-родители, какие-то проблемы на работе, карьера, может быть, цели в жизни, самоопределение и так далее. То есть такие очень-очень важные, такие прямо значимые для человека проблемы. И когда к такому психологу приходит человек с расстройством пищевого поведения, и если психолог никогда с этим не сталкивался, это выглядит обычно просто. То есть у человека есть какая-то странная привычка. Вот он там что-то ест, рвет, или ест слишком много, или ест слишком мало, и это как-то должно, по идее, легко корректироваться. Тем более, что существует огромное количество литературы, огромное количество протоколов из разряда избавления от булимии за 10 сессий, избавления от анорексии за 20 сессий, избавления от булимии за 6 сессий, и научим вас не переедать за 1 сессию. И причем это не какие-нибудь знаете, такие интернет-психологи, иногда это серьезная литература, серьезные протоколы, например, в когнитивно-поведенческой терапии, на полном серьезе. На 1-й сессии вы делаете это, на 2-й сессии вы делаете это, на 3-й сессии вы делаете это. Если это посмотреть, если это почитать, все выглядит просто и понятно. И кажется, что должно работать. А потом к такому психологу приходит реальный человек с РПП, и первое, что обнаруживает психолог, когда перед ним садится человек с РПП, что ничего из того, что описано в литературе, не работает. Ничего не работает с людьми с РПП. И это факт. Во-первых, очень часто, это уже, наверное, не по-первых, а во-вторых, но это все неважно, это все туда же. Очень часто человеку, который не проходил через РПП и не видел РПП вблизи, вообще очень тяжело понять, почему этот человек не делает то, что ему говорят. Ему говорят: ешь, а он не ест. Ему говорят: не рви, а он рвет. Ему говорят наоборот, ешь меньше, ешь по часам, съев вот эту порцию, остановись. А он этого не делает. А потом приходит на следующую сессию, ему спрашивают: сделал? Он говорит: нет. И когда психолог, который не знает о том, что такое РПП на самом деле, видит такого клиента, он делает 2 очень таких логичных умозаключения. Во-первых, этот человек абсолютно не мотивирован
и на самом деле не хочет выздоравливать, что может быть правда, если мы говорим про людей с анорексией в начальной фазе заболевания. Это правда может быть. То есть первый вывод. Он не хочет выздоравливать. И второй вывод. Все, что он делает, этот человек, он делает намеренно, специально. Ну тебе же сказали, не рви. Ну какого черта? Ну ты что, не можешь, просто не... Ну это же как бы, да? Это же не самопроизвольно происходит. Ты там идешь в туалет, ты там что-то пьешь, ты там как-то вызываешь рвоту. Но это же не то, что у тебя нечаянно получилось. Ну не делай этого. Более того, есть такие подходы и протоколы, где вся работа начинается с того, что, например, человеку с булимией запрещают очищаться. Говорят, перестань очищаться. Если ты будешь очищаться, то мы с тобой, значит, прекращаем работу или следующую сессию мы не проводим, мы, значит, вот, в общем, санкции вводятся. Человеку с анорексией говорят, никакого самоповреждения. Если ты себя порезал, то следующую сессию мы пропускаем. Это наказание, как бы санкция, чтобы ты знал, что у всего есть последствия, и потом придешь, и мы это обсудим. Вот. То есть люди просто не хотят. Они вот себя режут, чтобы привлечь к себе внимание, потому что вот у них такая, значит, демонстративная акцентуализация. Они вот это делают почти намеренно. Это плохое поведение, и его нужно пресекать. На самом деле это, конечно, не будет работать. Конечно, не будет работать, потому что это поведение не корректируется именно потому, что оно находится вне контроля человека. Оно действительно неконтролируемо. Это действительно, в этом есть навязчивость колоссальная. И когда человек с обсессивно-компульсивным расстройством, который 50 раз моет руки, приходит к психологу, но почему-то никто не говорит, перестань это делать. Когда перестанешь, тогда приходи, будем работать. А это деструктивное поведение, и я не могу его поддерживать, я отказываюсь. Пойди и перестань. Вот веди дневник эмоций и там записывай. И как только ты захочешь 50 раз помыть руки, сразу садись и записывай. То есть про ОКР все знают, что это работать не будет. Про РПП как будто не знают. Такое ощущение иногда, что психологи как будто не понимают, что человек с расстройством пищевого поведения не может перестать очищаться или начать есть, или перестать есть. Не может. Он не делает этого специально, он не делает этого назло, он не привлекает так к себе внимание. Это и есть его проблема. Если бы человек с булимией пришел к психологу, а психолог бы ему сказал «не рви», и он бы перестал рвать, это была бы не булимия. Это было бы что-то другое. Это и есть проблема, с которой человек приходит к психологу. И такое ощущение, что многие психологи этого не понимают. И поэтому они не любят людей с расстройством пищевого поведения. Они не мотивированные. Они не хотят ничего делать. Я вот ему говорю, а он не делает. Я ему говорю, не рви, а он рвет. Ну вот как с таким человеком работать? Никак. Отправляем его. А еще вот эти все люди с расстройством пищевого поведения, которые балерины, танцовщицы, спортсмены или спортсменки, которые не могут. Он и приходит к психологу, психолог говорит, убери все ограничения из еды. Убери все ограничения в еде. Ешь все, ешь много, ешь 6 раз в день. Она не может есть 6 раз в день. Если она наберет вес, она потеряет профессию. Она не может позволить себе набрать 10, 15, 20 килограммов. Она балерина, и это ее жизнь. И что говорят многие психологи в такой ситуации? А с тобой нельзя работать. Я не могу с тобой работать. Я отказываюсь. Потому что, ты же не выполняешь. Я тебе говорю, ешь 6 раз в день и набирай вес. А ты нет. Значит, не хочешь выздоравливать. Так вот. Это первое, почему психологи часто не хотят работать с людьми с расстройством пищевого поведения. Они не слушаются и не делают то, что им говорят. Второе, почему психологи часто, не все еще раз, часто не любят людей с расстройством пищевого поведения, потому что они не прогрессируют. Они не выздоравливают годами.
И вот такой человек ходит к психологу, и ходит, и ходит, и ходит, и психолог там работает. И если это хороший психолог, да, он же не просто работает вот 1 час на сессии, ну, по крайней мере, в очень многих подходах. Многие психологи готовятся, они там просматривают записи, думают, что делать дальше, как-то планируют сессию, думают, так, теперь надо вот это или вот это поделать. Плюс в течение часа, когда там идет сессия, психолог сидит, слушает. Он не просто слушает, он все это время думает усиленно. Ну, опять же, если это хороший психолог. Он усиленно думает, что, как, что с этим можно сделать, что здесь с чем связано, какая у этого всего схема. Потому что практически, когда человек вот сидит напротив психолога и говорит, там происходит исследование постоянное, а постоянный анализ того, что человек говорит, как он говорит, с каким выражением лица он говорит, что он говорил раньше, сессию 2, 3, 5, 10 назад, и как это может быть связано, и какое отношение это может иметь к его проблеме, и что мы можем с этим сделать. Так вот, это довольно такая, это работа серьезная. И вот этот психолог работает с человеком с расстройством пищевого поведения там полгода, год, 1,5 года. И все эти 1,5 года происходит следующее. Вот уже вот улучшение, ну вот уже прямо вроде пошло, а потом откат. И вот опять вроде все так налаживается. Вот этот клиент пришел, говорит, это все так классно, вот у меня была такая отличная неделя, у меня так все, я вот и тут, и я не очищаюсь, и не переедаю, и я стала есть нормально, и я из дома выхожу, и у меня как-то все закрутилось. В следующий раз, через неделю этот же человек приходит, никакой, в руинах, вообще все плохо. И психолог смотрит на него и думает, ну и какой, я специалист? И за что я деньги беру? Я и так, и уже прямо не знаю, с каким бубном тут танцевать. Никаких улучшений, а сплошное разочарование. Клиент разочарован, смотрит на психолога уже с вопросом в глазах, типа, а чем мы тут занимаемся целый год? И психолог такой, может, я вообще барахло специалист? Может, я вообще ничего не стою, может, я вообще самозванец, может, мне вообще идет потом к своему супервизору и говорит, я барахло специалист. А супервизор ему такой, нет, это просто такие клиенты тяжелые, с тобой все нормально. Ну ладно, приходит назад. Ну, в какой-то момент можно начать думать, вот мне это надо все. Вот каждый раз задаваться вопросом, смотреть на это разочарование, типа, что, психолог, я к тебе пришла, я плачу тебе большие деньги, я хожусь к тебе уже целый год, ничего, где результат? Хоть какой-то результат. А если это подростки или молодые люди, за которых платят родители, то там не только подросток будет на тебя вот так смотреть, там еще его и папа с мамой тоже будут такие, мы вот прочитали книжку, и там было написано 20 сессий. Наш ребенок к вам ходит уже год. Ничего не меняется. И психолог сидит такой и думает, оно мне надо? Можно взять кого-нибудь, у кого там начальник дурак, и с этим поразбираться. И все довольны, и разойдемся, счастливые, довольные друг другом, и у человека улучшится жизнь, и я буду чувствовать себя специалистом. Это причина номер 2, по которой психологи не очень любят работать с людьми с расстройством пищевого поведения. Что еще можно назвать? Причина номер 3. Люди с расстройством пищевого поведения, все без исключения, но немного по-разному в разных РПП, они алекситимичные. Что такое алекситимия? Алекситимия – это когда вы что-то чувствуете, но не очень понимаете, что. И вот есть огромное количество подходов психотерапевтических, так называемые гештальт, всем известный, который тоже вот на чувствах, на том, что здесь и сейчас между нами происходит, вот сейчас, да, я что-то сказала, ты что-то сказал, и что ты чувствуешь, вот что ты чувствуешь. И вот такому человеку с РПП задаешь вопрос, что ты чувствуешь сейчас? И он такой, некомфортно. Аж некомфортно, вот в смысле, может,
Может, ты злишься, может, тебе грустно, может, тебе там страшно, может, еще что-то. Ну, может быть. Ну вот, наверное, что-то из этого. Или все вместе. Ну вот некомфортно. И вот эти все подходы, которые ориентированы, эмоционально фокусированы, они все время об это бьются. Потому что ты как бы должен говорить об эмоциях с человеком, а он сидит замороженный и в лучшем случае начнет плакать. И когда его спросишь, почему ты плачешь, он скажет, «Ну, не знаю, грустно». То есть вот эти вот огромное количество подходов, основанных на анализе эмоций и на работе с эмоциями, человеку с РПП фактически оказываются неприменимы, потому что они понятия не имеют, что они чувствуют. Даже когда им плохо и они плачут, они редко могут провести вот этот вот анализ. Это я плачу, потому что сейчас мне стало, вот в этот момент мне стало больно, потому что я подумала вот об этом, и в этот момент я почувствовала вот то. Для них это просто, вот просто темный лес. Они ничего об этом не знают. Туда же вся телесная психотерапия, туда же, потому что люди с РПП очень рациональные, очень. Они такие, знаете, вот эти телесно-ориентированные подходы, когда «а что ты чувствуешь в теле? А что чувствует твоя левая нога? А что бы она тебе сказала сейчас? А что бы ты хотела сделать вот прямо сейчас? Может, подвигаться или потанцевать, или вот как-то подрыгать руками и ногами, вот что?» И какой-нибудь булимик, который вообще вот такой, как бы, очень приличный, он так будет на это смотреть, такой, что я должен сделать? Сейчас, ну подрыгайся, ну подвигайся. То есть, в смысле? Я зачем вообще сюда пришел? Дрыгаться? Ну, то есть, ну вообще. К тому же они диссоциированы очень сильно от тела. Они телу не доверяют. Они вообще не очень понимают, что там у них происходит ниже мозга. И знать не хотят. И если вы их все время будете спрашивать, как чувствуют себя твои пятки, они посмотрят на вас как на идиота, они смотрят на тебя, на психолога, как на идиота и уходят, потому что для них это бред. Еще с проблемой сталкиваются и люди, работающие в когнитивно-поведенческих подходах, потому что, во-первых, они не могут изменить свое поведение, это раз, а когнитивно-поведенческие подходы примерно на этом основаны. Во-вторых, они точно так же, как они плохо распознают свои эмоции, у них точно так же, у людей с расстройством пищевого поведения, низкая способность к ментализации. Ментализация – это когда вы понимаете, что у вас в голове происходит, и понимаете, что происходит в головах у других людей. Причем понимаете адекватно, а не в соответствии с какими-то странными представлениями. Что типа, если мне не ответили на сообщение за 15 секунд, значит меня ненавидят. Ну, то есть, вы как бы поняли, что происходит у человека в голове. Ну, как бы, да? Вот. А человек в туалете, может, в это время был. Вот. И поэтому не ответил в течение 15 секунд. И это вообще к вам не имеет никакого отношения. Так вот, когнитивно-поведенческие подходы основаны на анализе мыслей. Что ты подумал в этот момент? Что ты почувствовал, когда ты это подумал? А когда ты это почувствовал, что ты опять подумал? И они, вот эти цепочки, что ты подумал, что ты почувствовал, из-за этого что ты опять подумал, из-за этого что ты опять почувствовал. Вот у людей с расстройством пищевого поведения плохо тут совсем. Вообще вот с любой из этих позиций. Потому что они очень много думают. Они очень много думают вообще про все, но при этом они очень плохо понимают, они не отслеживают того, что происходит у них в голове. Либо они находятся в плену каких-то вот этих набора токсичных мыслей и установок, которые не подвергаются сомнению. Они не подвергаются сомнению. И когнитивно-поведенческая терапия основана на том, что тебе ты как бы понимаешь в процессе, что делаешь что-то не так и начинаешь делать это по-другому. Но вот для людей с РПП это прям вообще колоссальная проблема, потому что они вообще живут с ощущением, что они делают не так все. И если они приходят к психологу, и психолог им говорит еще такой: ты делаешь вот тут все не так,
то этот человек расстроится, заплачет, ему станет паршиво, плохо, и он больше к этому психологу не придет. То есть люди, то есть психологи не очень любят работать с людьми с расстройством пищевого поведения, потому что они плохо понимают, люди с расстройством пищевого поведения, что происходит у них в голове в каждый момент времени, почему они пришли к этой мысли, откуда это взялось, зачем это им и так далее. Еще один момент, почему психологи не любят людей с расстройством пищевого поведения, потому что люди с расстройством пищевого поведения очень травмированные. Как правило, опять же, за редким исключением, за вот этой маленькой группы мальчиков и девочек с анорексией, которые тоже травмированы, но обычно чем-то таким неявным, типа холодностью родителей, или они были травмированы сверстниками, так тоже не сильно, ну такое было отвержение. Вот эти вот, они заболевают обычно очень рано, такие подростки, там 12 лет, вот это вот все. Большинство людей с РПП глубоко травмированы. И там прямо травмы такие, прям страшные. Какие-то жуткие избиения, изнасилования, часто неоднократные, растления со стороны родителей, там, например, отцов или братьев. Какие-то вот такие, какой-то жуткий, отвратительный, омерзительный буллинг. Иногда это сочетанные травмы. То есть в этом возрасте растлевали, в этом возрасте били, потом произошло изнасилование, потом еще какая-то ерунда. Много-много всего. И на самом деле, вот есть такое представление, я от психологов слышала, что типа, да все одинаково тяжелые, все вот, ну как бы, если человек пришел к психологу, значит, у него уже какая-то жесть в жизни произошла. Ну нет. Я работаю преимущественно с людьми, практически исключительно с людьми с РПП. Но иногда по рекомендациям там каким-то я беру людей, которые вот с такими проблемами типичными, ну там что-то на работе, неуверенность в себе, там еще какие-то внутриличностные конфликты. Я вам скажу, поскольку я могу сравнивать, это вот если люди с РПП это работа, то вот те другие это как отпуск. Это легко, это приятно. Ты понимаешь, что ты делаешь человеку хорошо, ты видишь результат. Это прямо, ну это небо и земля. И я представляю, что если психолог, который работает постоянно вот с этими здоровыми людьми, а психолог как бы предусматривается, что психолог будет работать со здоровыми людьми, а потом к нему приходит РППшник, вот такой тяжелый, вот с такой историей, то у психолога, я думаю, волосы на голове шевелятся. И мало того, что эти истории, когда их тебе рассказывают, их просто тяжело выносить, ну потому что ты же человек, ты же в психологи пошел, то есть, вероятно, ты человек эмпатичный, ты сопереживаешь. И когда тебе рассказывают какие-то ужасы, прямо ужасы, прям не знаю, про то, как страшно били, мучили, издевались, про то, как папа лазил там в трусы, бог знает, что еще происходило с ребенком, то, конечно, это просто тяжело эмоционально выносить. И многие психологи тоже так, ой, не, это чересчур. Для меня это сложно. Когда они узнают такие истории, они быстренько пытаются этого человека сплавить кому-нибудь специализирующимися на травме. Но проблема в том, как я уже сказала, что люди с РПП 95% вот такие. То есть человек с РПП это прямо такое скопление всех возможных трудностей для психолога. Алекситимичный, низкая способность к ментализации, все рационализирующий, чуть что диссоциирующий, не все постоянно не делает то, что ему говорят психологи, просто потому что не может. Глубоко травмированный, там куда ни ткни одно неверное движение, и ты попадаешь в больное место человеку. Вот. И еще последняя вишенка на торте. Люди с РПП очень часто уходят из терапии. И как они это делают? Они просто сообщают тебе,
что следующей встречи не будет, не объясняя ничего вообще. Они просто заканчивают. И ты не понимаешь, это в тебе проблема, это ты что-то сделал не так. Это почему все было хорошо, все было плохо, это разочарование, это ты что-то не так сделал, чем-то человека обидел, тебе даже нечего принести к супервизору, чтобы обсудить это. То есть человек просто говорит: знаете, я решила, что нам надо прерваться. До свидания. И это тоже как бы такое для психолога, такой момент. Ну, если вы постоянно работаете с людьми с РПП, вы к этому, конечно, привыкаете. Но вначале это так прилично шокирует. Типа, в смысле? Ну хоть объясни, а что происходит вообще? Но что некоторые психологи любят настаивать, там завершающие встречи, особенно там в гештальте это всегда принято, много завершающих встреч. Так вот, когда вот такому человеку психолог начинает там: нет, давай, там 3-4 завершающие встречи, человек просто исчезает, просто блокирует психолога и все. Думай, что хочешь, это называется. Но в принципе я спокойно к этому отношусь. Человек в принципе не обязан. Не хочет, значит не хочет. Его право, его жизнь, его РПП, как бы твои чувства — это твои чувства. Ты профессионал, ты берешь за это деньги, разбирайся сам. Но для многих психологов это прям проблема. Вот почему, если вы человек с РПП и ищете психолога, не удивляйтесь, если вас будут футболить. Не удивляйтесь, если вы столкнетесь вот с этим вот, как бы, ты не стараешься, ты не делаешь то, что тебе говорят, ты не выполняешь домашних заданий, ты не отвечаешь на вопросы, тебе будут объяснять, что нет, я же тебя спрашиваю, что ты чувствуешь. Ну давай что-нибудь чувствуй, говори мне что-нибудь уже в конце концов. Ну вот что ты пришел-то сюда? Я тебе говорю, подвигайся, ну подвигайся уже, что ты сидишь как замороженный, ну как бы, да? Ну, старайся, делай что-нибудь. Даже не удивляйтесь, это так, скорее всего, будет происходить. Так что делать, если вы знаете теперь уже, то ли на собственном опыте, то ли потому, что я вам рассказала, что психологи не очень любят работать с людьми с расстройством пищевого поведения. Что делать? Искать того, кто любит. Такие психологи есть. Есть психологи, которые все знают. Есть психологи, которые все понимают. И с человеком с РПП в итоге будет работать все. И когнитивно-поведенческое, и будет он понимать, что происходит у него в голове, и сможет анализировать свои мысли и строить вот эти цепочки из мыслей и поведения. Но ему ему нужно этому учиться. Учиться ментализации, учиться этой способности. И алекситимия тоже побеждаема, и человек с РПП в конце концов разберется в том, что он чувствует, начнет отличать одно чувство от другого. Но этому придется учиться. И он сможет использовать воображение, использовать техники, участвовать в техниках на воображении, сможет даже позволить себе выглядеть глупо в какой-то момент и смешно. Но к этому нужно будет прийти. Поэтому даже не важно, в каком подходе работает психолог, к которому вы пришли. Важно, чтобы он понимал, кто такой человек с РПП, почему он делает то, что он делает, почему он так чувствует или не чувствует, и чтобы психологу с этим было нормально, чтобы он с этим справлялся, чтобы ему нравились люди с РПП. Чтобы они вызывали симпатию, чтобы они вызывали желание помочь, чтобы они вызывали понимание. И такие психологи есть, и я таких знаю. Так что, если что, обращайтесь, подскажу, к кому обратиться. Вот. На этом, собственно, все. Получилось длинное видео. Надеюсь, вы его осилили. Если вы его не осилили, то ну и ладно. В общем, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, потому что все это помогает
продвигаться каналу, и я надеюсь, больше людей с расстройством пищевого поведения смогут находить видео, и они им будут полезны. Все, пишите, я всегда все читаю, на все отвечаю, даю рекомендации, если могу. В общем, пока.